Добрый день, друзья! Мы с вами частенько готовим торты, капкейки, десерты, и многие из них я украшаю безе. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом маленьких цветных безешек. Расскажу небольшие хитрости и на какие моменты стоит обратить особое внимание. Для приготовления безе нам понадобится сахар, сахарная пудра, лимонный сок и белки. Сперва отделяем желтки от белков. Делаем это крайне аккуратно, так как нам нужно, чтобы в белки не попало ни капли желтка. Затем в белки добавляем несколько капель лимонного сока. На один белок я добавляю 2-3 капли лимонного сока. За счет его добавления меренга получается белоснежного цвета. Сначала взбиваем на минимальных оборотах миксера, затем скорость увеличиваем и взбиваем белки до пышности и мягких пиков. Для французской меренги сахар и сахарную пудру кладем в равных пропорциях. Их нужно в 2 раза больше, чем белков. Сегодня мы готовим меренгу из 3 белков, вес которых 100 грамм. Соответственно, всыпаем 100 грамм сахара и 100 грамм сахарной пудры. Сахар добавляем в белки только тогда, когда они хорошо взбиты. Всыпаем его по 1 чайной ложке. Сахарную пудру пока не добавляем. Это очень важный момент, поэтому не стоит им пренебрегать. Когда всыпали весь сахар, взбиваем белки еще несколько минут. Нам нужно, чтобы сахар полностью растворился. А проверить это очень просто. Берем немного меренги и катаем между пальцами. Кристаллики сахара при этом не должны ощущаться. И после этого вводим только сахарную пудру. Тоже добавляем ее не всю сразу, а частями, каждый раз хорошо взбивая венчиком. Затем снова проверяем. Сахарная пудра тоже должна полностью раствориться. Правильно взбитая меренга при переворачивании миски никуда не сдвинется и не денется. Меренга у нас готова. Если вам нужно безе белого цвета, отсаживаем их сразу на противень и ставим в духовку сушиться. Также меренгу можно окрасить в любой цвет, добавив пищевой краситель. А можно сделать это и необычным способом. Сейчас я вам его покажу. Для этого нам понадобится кондитерский мешок и насадка с круглым отверстием. Вставляем кондитерский мешок в высокую емкость, чтобы удобнее было его наполнять меренгой, и берем любой гелевый краситель на водной основе. Сегодня я буду делать безе розового и сиреневого цвета. На руку обязательно надеваем перчатку и выдавливаем на палец каплю красителя. Наносим краску полосками на кондитерский мешок. Чем больше красителя нанесете, тем интенсивнее будет цвет у безе. Аккуратно перекладываем часть меренги в кондитерский мешок. Проталкиваем меренгу вперед, чтобы не было воздушных пузырьков. И все, меренга полностью готова для отсаживания. Далее на противень по краям наносим по 1 маленькой капле меренги и кладем лист пергаментной бумаги. Таким образом она у нас зафиксировалась и теперь не будет съезжать при отсаживании в разные стороны. Теперь отсаживаем меренгу в виде небольших капель. Получается очень красиво и необычно. Сушить меренгу ставим в заранее разогретую духовку. Температуру советую ставить от 70 до 90 градусов, не больше. Лучше дольше, но качественней. Я всегда сушу при 80 градусах. Время сушки напрямую зависит от размера вашего безе. Маленькие необходимо держать в духовке часа полтора, чуть больше 2-3 часа. Безе такого размера, как у меня, сушатся 2 часа. В электрической духовке включаем режим конвекции. Я сушу сразу 2 противня.
Через 2 часа безе готово. Безешки получаются маленькими, аккуратными, хрустящими, хорошо просушенными и, конечно, вкусными и красивыми. Храню я их в плотно закрытом пакете или контейнере от 1 до 2 недель. В емкость безе перекладывайте очень аккуратно, так как они хрупкие. Их я использую в украшении тортов, капкейков, десертов, куличей, а также мои дети их едят просто так. Кстати, именно в такой расцветке безешки мне напоминают конфеты Малибу из детства. Я их очень часто ела, и напишите в комментариях, кто тоже их помнит. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если это так, поддержите меня пальчиком вверх, мне будет очень приятно. Ну а я желаю вам вкусного и удачного дня. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».